Всем привет! Сегодня поговорим об установке светодиодной ленты на кухне. Смотрите видео до конца и поймете, что ничего сложного в этом нет. Поехали! Алюминиевый профиль для светодиодной ленты, как правило, имеет длину 2 метра. У меня угловая кухня, поэтому оба профиля должны быть короче на ширину профиля, чтобы можно было беспрепятственно в этом углу проложить светодиодную ленту. Замеряем необходимое нам расстояние и отрезаем профиль ножовкой по металлу. Для начала необходимо пропилить широкую сторону полочки насквозь. Затем на боковых полочках профиля сделать пропилы до середины металла. И легким движением руки отломать ненужную часть профиля. После этого по центру между бортиков профиля сверлим отверстие сверлом 4 мм. Начинаем разметку отверстий от краев профиля, которая должна быть примерно 5-10 см. Затем так, чтобы отверстия были друг от друга не более чем 20 см. В таком случае не будет провисаний профиля. Отверстия будут служить направляющими во время крепления профиля саморезами к ящикам кухни. Старайтесь просверлить отверстие ровно по центру, чтобы головка самореза впоследствии не уперлась в боковину профиля. Образовавшуюся стружку срежьте ножом. Теперь о саморезах. Почему я применяю саморезы с пресс-шайбой? За счет плоской нижней части головки происходит более обширный прижим профиля к поверхности. Саморез по длине выбирайте такой, чтобы он не пробил насквозь полочку вашей кухни. Перед креплением профиля обратите внимание на то, выпирает ли одетый рассеиватель на профиль. Если выпирает, то сделайте соответствующий отступ от стены при креплении профиля. Для точного определения отступа можно нарезать небольшие кусочки рассеивателя, надеть их на профиль рядом с отверстием для крепления. У меня рассеиватель не выпирает, и я его прикладываю боковой стенкой прямо к стене. Креплю профиль с помощью шуруповерта. Но это легко можно сделать и с помощью отвертки с крестообразным наконечником. Прикладываем второй профиль и также прикручиваем его саморезами. Просматриваем весь участок профиля на предмет его плотного примыкания к деревянной поверхности кухни. Высверливаем отверстие для провода светодиодной ленты и вытаскиваем его внутри шкафа, где будет установлен для нее блок питания. Снимаем защитную бумагу с клейкой части светодиодной ленты и приклеиваем ее внутрь профиля. В углу необходимо загнуть светодиодную ленту. Как это сделать, вы можете узнать в одном из моих прошлых видео на канале. Ссылку я оставлю в описании. Не доклеивая ленту до конца, нужно определиться с местом ее отреза. Отрезается светодиодная лента только в определенных местах. Об этом я тоже рассказывал в своих предыдущих видео. Они есть на моем канале. Ссылка также будет в описании. У меня же остался отрезок на один светодиод больше, чем профиль. Его можно подогнуть внутрь профиля. Если же у вас остается больше кусок ленты, то лучше отрезать в предыдущем месте отреза. Это не будет сильно заметно, так как в данной ленте расстояние между резами составляет всего 3 см. Размечаем рассеиватель на всю длину стены и отрезаем его ножовкой или ножовочным полотном. Подправить линию среза от стружки либо неровности можно острым ножом.
Снимаем защитную пленку с рассеивателя и вставляем его в профиль. В распределительную коробку, в которую у меня приходит фаза 0 и земля, завожу кабель от блока питания с проводами 3 разных цветов. Фазный провод будем подключать к выключателю, а от выключателя возвращаем его в распределительную коробку. Для этого я сделаю перемычку. Так как у меня кабель с 3 проводами, а нам нужно всего 2, я отрезаю лишние желто-зеленые с обоих сторон и зачищаю оставшиеся провода на 10 мм каждый. Подключаю провода к выключателю. Разницы, какой цвет провода к какой клемме выключателя в данном случае не имеет. А вот цвета проводов второй стороны этой перемычки в распределительной коробке подключаем следующим образом. Синий к фазному проводу блока питания, белый к фазному проводу в распределительной коробке. После этого подключаю светодиодную ленту к 2 проводам блока питания. После подключения проводов в распределительной коробке загибаем внутрь нее все провода с клеммниками. Теперь осталось прикрыть все это перегородками от верхней до нижней полки. В случае долгой работы блок питания нагревается, поэтому его нужно оградить от возможного загромождения. Что касается профиля для светодиодной ленты. Почему я выбрал прямой профиль, а не угловой? Прямой профиль с рассеивателем обеспечивает подсветку всей столешницы и даже за ее пределами. Угловой же профиль будет светить в глаза сидящим на стуле людям, что не очень, я вам скажу, приятно, даже с простым профилем, как у меня. Если видео тебе понравилось и принесло пользу, ставь лайк и подписывайся на канал. До скорых встреч!